Ребят, всем привет! Купили недостроенный двухэтажный дом площадью 90 квадратных метров. Объект находится на 6 сотках в 40 километрах от центра города. В таком виде он уже стоит 8 лет. Мы решили заняться реконструкцией и достроить дом для своей семьи. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Давайте я вам покажу, что мы имеем на данный момент, какой ход работы на сегодняшний день. Вот это вот нужно будет все распилить, положить напиленные дрова в дровник. Вот тут угол расчистить, этот столик поставить на место. Вот эти вот мешки мы отвезем на мусор. Здесь все подметем, уберем, лишнее выбросим. Приступаем к работе. У меня есть помощник, братан. Вот что у нас получилось после часа работы. Поставили диванчик, поставили стол. Братан, тут поставили стол. Ищет птички. Птички. Кто? Братан, птички ищет. Давай. Будем сжигать вот весь этот хлам. В общем, все. За сегодняшний день твоя работа. Вот это погода, да? Вот это погода. Ну что, пришло время опробовать нашу пилу в действии. Нормально? На граблях поменяем старую ручку на новую. Ну, убьем обычный гвоздик. Вот так. Ну вот и все дела. Готово все. Можешь пробовать.
расчистили проход для того, чтобы тачкой можно было за дом возить землю. Ребят, знаете, что это такое? Это гнездышко. Еще на прошлых выходных его здесь не было. И, видимо, не только нам понравился порядок в домике, но и кому-то еще. И как только убрались, сразу же птичка свила здесь гнездышко. Вот почему-то только за собой ничего не убрала. Ну что ж, будем жить теперь вместе. Выделим ей кусочек своей жилплощади. Я думаю, вместе слаженно заживем. Прикольно. Кирюха, привет. Ну, как вы уже видели, чем мы сегодня занимаемся. Да, мы решили вспахать весь свой участок за один день. Не приобрели, а взяли в аренду вот такой мотоблок, называется культиватор, который, в принципе, должен облегчить наш труд. Но, как видите, по мне, далеко он не облегчает, он, наоборот, неплохо так напрягает. Силы выкладываются, в принципе, так же, как и работая лопатой. Вот. Ну что, продолжаем? Нам доказалось как. Взяли игрушку, завели ее, подлили бензинчику, как бы, и, в принципе, она сама должна копать, рыть и решать все наши проблемы. Но не тут-то было. На ночь прятали культиватор в домике для того, чтобы не везти его обратно в город. А спрятан был под лестницей.
работа, работа! Газку подай! Естественно, без поломок не обошлось. Повылетали зубья. Даже не зубья, а болты. Нагрузка, видимо, достаточно серьезная. Вот, поэтому даже арендованную технику приходится ремонтировать. Готово. Осталось переработать перед домиком и за ним. Но для того, чтобы здесь можно было приступать к культивированию, вот эти вот старые мешки с цементом необходимо убрать в другое место. В дальнейшем этими мешками будем засыпать колодец. Они неподъемные, поэтому необходимо придумать какую-то приспособу для их передвижения. Есть идея. Для этого возьмем старую металлическую крышку от старой бочки, приделаем к нему трос и просто кладем цементный мешок на крышку и тащим по земле. Санки готовы. Говорите, у вас закрыты спортзалы? Давайте сюда на дачу. У нас здесь вот такой спортзал. А дальше пошла нудная, монотонная работа. Удаление всяких корешков, камней, всякой нечисти из земли. Погнали. И параллельно выравниваем землю. С одной стороны, культиватор, конечно, вспахал землю. Очень удобно стало с ней работать, но он также параллельно порубил все корни травы и этой сныти, что стало намного сложнее убирать эти корни. Он просто их перерубил, как мясорубка,
где приходится по маленьким кусочкам их подбирать. А если бы просто перекапывали, ну что на данном участке было бы невозможно, лопата просто не входила в землю, то можно было сразу же пучками вытаскивать траву и намного быстрее ее удалять. Но у нас другого варианта не было, поэтому мы воспользовались культиватором. Культиватор мы, конечно же, не покупали, брали его в аренду. На самом деле не такое дорогое удовольствие. Получилось 30 евро на 2 дня, поэтому по 15 в день. Обработали, ну, почти, ну, участок у нас 6 соток, обработали, тут дом стоит, поэтому обработали где-то 5 соток за, ну, в принципе, за день, за полтора. Поэтому не вижу смысла. Если, конечно, у вас большие площади, то, конечно, есть смысл покупать и каждый год его обрабатывать. Мы хотим обработать один раз, посадить газон, и поэтому не вижу смысла в покупке такой дорогостоящей игрушки. Схема такая. Сначала лопатой оголим корни вокруг дерева. Затем натянем трос с лебедкой и потихонечку, создавая усилия, тросом будем вытягивать пень в одну сторону, подрезая корни дерева с другой стороны. Насколько глубоко копать, зависит от корневой системы самого дерева. В данном случае нам сравнительно повезло. Глубина нашей ямы составила всего лишь 1 метр, поэтому мы достаточно быстро справились с этой задачей. Дальше топором подрубаем все видимые корни дерева. Для этой задачи лучше использовать топор с длинным топорищем, нанося точные, резкие, мощные удары. Топор с правильной заточкой с данной работой справится на ура. Ребят, убедительно прошу, занимайте безопасное положение и берегите ноги. Оно еще влажное, мокренькое. А как красиво срезает-то, а? Жить хочет. А мы его лишаем этого. Преклоняем. Преклоняемся на колено к дереву и прокапываем дальше. Дальше используем цепь и ручную лебедку горизонтального типа, которая рассчитана на натяжение в 4 тонны. Мы брали именно такую, так как в будущем планируем ее использовать при передвижении дровника на новое место жительства. Один конец цепи обматываем сам пень, другой крепим к любому стационарному объекту. В нашем случае это старая яблоня, которую в дальнейшем также придется удалять. Затем разматываем лебедку на максимальную длину металлического троса, соединяем оба конца с цепью, натягиваем трос трещоткой, ну и потихоньку создаем напряжение рукояткой.
Да. Параллельно подкапываем дальше и прорубаем корни с противоположной стороны. Застряло! А что, Фискар сам за такие деньги сам не вытаскивается? Это надо будет написать отрицательный отзыв. За один день прогноз погоды менялся неоднократно. То ураганный ветер, то дождь, то солнце, то град. Но у нас была задача, которую мы выполняли, несмотря ни на что. Ну вот что у нас получилось. Ну вот и все. Ничего сложного, как оказалось. Осталось придумать, как вытащить огромный пень из образовавшейся ямы. И дело будет сделано. Для этого подложили старую дверь, обмотали пень цепью и той же самой лебедкой достаточно легко справились с этой работой. That's okay. Met you at a time when I was so low. Went from just talking to taking you home. I don't wanna go back to who I used to be. So if you ever leave me, promise you won't let me drown. Promise you won't let me drown. А дальше все просто. Засыпаем обратно яму. То же самое землей. Опа! Для того, чтобы была возможность увеличить площадь дома, в этом строительном сезоне мы должны успеть сделать 3 глобальных пункта. Пункт 1.
это перенести уже построенный дровник на новое место жительства. Это я говорю про тот дровник, который мы сами построили в прошлом году. Зачем его перемещать и почему сразу не построили его в нужном месте? Да все просто. Невозможно все сразу спланировать и расставить по своим законным местам. Правильные идеи и дизайнерские решения приходят не сразу. Но, думаю, мы определились и решили, что ему самое лучшее место будет в углу территории, естественно, с учетом всех нормативных актов. Да и, честно говоря, не было такой возможности, поскольку в углу территории росла сирень, стоял старый пень и находилась огромная куча земли, которую мы достаточно продолжительное время раскидывали по всему участку. Непростая эта работа, но зато заменяет спортзал и тренировку под открытым небом. После раскидывания земли занялись выкорчевыванием сирени. Оказалось, что это не просто, как кажется на первый взгляд. Корни переплетались и уходили глубоко в землю, и приходилось бороться с каждым из них. А дальше занялись огромным пнем. Если вы хотите посмотреть полную версию, как мы удаляли пень, я вам оставлю ссылочку. Пень распилили электрической пилой на 5 частей. Первую большую часть оставим для расколки дров, а остальные 4 распилили на тонкие продольные кольца, которые используем в декоре самого дровника. Но потом покажем свою задумку. Вот какая красота у нас получилась. Лучше. Просто сказочно красиво. Обязательно куда-нибудь применим в виде декора. I made a moment. I said, tell me your story. Как сделать ровный угол в 90 градусов при разметке фундамента? Естественно, по теореме Пифагора, которая звучит, что гипотенуза, в нашем случае это диагональ фундамента, равна корню суммы квадратов катетов. Катеты в нашем случае это две стороны. Например, если одна сторона равна 3 метра, а вторая 4, то 3 и 4 возводим в квадрат. Полученный результат складываем. Получаем 25. Берем корень из 25 и получаем 5 метров. 5 метров и будет диагональ нашего фундамента. Измеряем. Если диагональ равна 5 метрам, значит угол ровно 90 градусов. Такую же процедуру делаем с двумя другими сторонами. Whether you like it or not, stop looking for the answers, and you'll find what you've got.
наш фундамент будет состоять из 5 точек опоры, которые должны выдержать 10 тонн дров. Именно столько тонн дров вмещается в наш дровник. Как это посчитать? Сначала высчитываем внутреннюю часть в кубических метрах. Одна сторона у нас 3,5 метра, другая 2,5 метра. Высота также 2,5 метра. Перемножаем все эти три величины и получаем 21 кубический метр. 1 кубометр дров в среднем весит 450-700 килограмм. Это зависит от породы дерева, будь то береза, сосна или липа, и от высушенности древесины. Возьмем среднее значение 500 килограмм. Умножаем 21 куб на 500 килограмм и получаем 10 тонн. Итак, вернемся к производству опалубки, которую собирал из старой прессованной фанеры. У нас будет 5 точек опоры, поэтому необходимо собрать 5 одинаковых форм в виде куба, длиной 40, шириной 30 и глубиной также 30 см. Креплением служили шурупы 3,5 на 80 мм, закрученные в торец конструкции для простого демонтажа после затвердевания цемента. Итак, сначала выкопали яму размерами под будущую опалубку, глубиною сантиметров 20. На дно ямы в обязательном порядке насыпал песка. Увлажнил его и утрамбовал. Саму трамбовку собрал из бруса 100 на 100, приделав сверху горизонтальную ручку для удобства использования. Она сама по себе уже имеет немалый вес и необходимо прикладывать серьезные усилия при работе с ней, поэтому трамбовочка получилась на ура. Дальше, используя нивелир, выставил по уровню опалубку. Также можно проконтролировать себя обычным пузырьковым уровнем. Потом опять нивелиром. А потом опять пузырьковым уровнем.
В общем, уровней мало не бывает. А теперь самый интересный процесс – это бурение лунок, где даже дети проявили неподдельный интерес и вставали в очередь для предоставления помощи. Лунки бурили обычным ручным буром диаметром в 20 сантиметров и глубиной в 1 метр. Как оказалось, процесс несложный. С проблемой столкнулись только при попадании бура на корень старого дерева. И вот задача, как этот корень на глубине в полметра перерубить. Первое, что пришло на ум, это заточить металлическую трубу и ударами топором по ней перерезать корень. К сожалению, это не привело к успеху, и взяв болгарку с отрезным диском, мы быстро с ним разобрались. Пришло время и для щебня. На дно пробуренной лунки насыпали щебень и опять же хорошенечко все утрамбовывали. Для заливки бетона в лунку использовал водопроводную трубу оранжевого цвета диаметром 110 мм. Тут опять же без помощников не обошлось. Как ровно по контуру отметить будущий срез трубы? Я отрезал верхнее кольцо трубы, оно большего диаметра, чем сама труба, и им делал разметку среза. Для того, чтобы в трубу не попадало ничего лишнего при работе, сверху на нее натянули полиэтилен и закрепили его резиновым кольцом, которое было в комплекте с самой трубой. А дальше пошла обратная засыпка песком и щебнем, проливая все водой и утрамбовывая утрамбатором.
конце концов, вот что у нас получилось. Всем привет! Что, подзабыла, да? Как это было? А? Я без его куртки. А где ты пропадала? Нас стало немножко больше. На сколько? На одного. На одного? Ну, что будем сегодня показывать? В общем, ребят, мы теперь будем сниматься всегда вдвоем. Ну, по возможности всегда вдвоем. Пока летом мы постараемся снимать чаще. Вместе. Надеюсь, качественней. Возможно. И с более интересным контентом. Ну, так себе. Ну что, что? пошли? Пошли. Погнали! О, давай, подожди. Погнали! 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 Всё, нормально. Итак, для изготовления самого простого и при этом очень эффективного ручного арматурогиба нам понадобился металлический уголок в 4 мм, труба диаметром 15 мм, а также 6 шурупов и 2 болта с 2 гайками. Высверливаем 2 отверстия, стягиваем болтами, укрепляя 2 уголка между собой, для того, чтобы при нагрузке арматурогиб не прогибался. А дальше за минут 30 собираем незатейливую конструкцию, ну и все, инструмент готов к работе. Для армирования использовали арматуру 12 мм. Можно было, конечно, взять и десятку, но цена сильно не отличалась, а при нашем объеме работ это даже и не почувствовалось. Изготовленный станок показался при работе на все 100% и уверенно конкурирует с дорогими аналогами. Кстати, в своем городе мы так и не нашли его в продаже. Это была еще одна причина, по которой мы изготовили его своими руками. При определенном опыте прикладывать огромные усилия при изгибе даже 12 мм арматуры не приходится. Опа! Опа-на.
Держи. Не, держать не надо. Просто гнуть? Да. Вот здесь, чем больше берешься, тем больше ставишь плечо. А мне ногу ставить? Нет. По прямой. Красавчик. Ну, мой. Ну вот, такая ровненькая штукреция получается. Сейчас сразу ее свяжем, чтобы она никуда не убежала. Ну и сложу. Еще студию, потом восьмую будет делать. Вы помощница? Да. Страшно так соскакивать? Глаз не глаз. Ну, я постараюсь. Я не могу, я уже такое делать. Давай. Да. Используем вот такую вот проволочку, уже с двумя усиками. В общем, готовый материал. Не надо ничего придумывать. Вот такие вот инструментиком все зажимается. Вот, пожалуйста, каркас готов. Наш армокаркас состоит из двух частей. Одна часть в виде куба, а вторая уходит вглубь земли ровно на 1 метр. Обе части также связываем вязальной проволокой и получаем одну прочную монолитную конструкцию, которую в дальнейшем зальем бетоном. Его ни в коем случае не ставим на землю, а приподнимаем его хотя бы на пару сантиметров. В общем, делаем так, чтобы арматура при заливке была внутри смеси. Как и чем заливали наш фундамент, смотрите в следующей серии. Вот что у нас получилось. Я хочу что-то.
И потом совочек буду. Совочек есть? Да, вот. Улетай. Подметай. Так, совочек лети. Чё? Совочек лети. А, сейчас. Бросаем, вот давай сюда вторую кучку. Где вот вторая кучка у нас? Ну пусть поставьте. Так и пусть будет, да? Что? Ну кучку оставьте. Пусть будет там. Кому здесь помочь? Здесь вообще. Вот сюда кучку сюда. Помочь? Лен, отойди. Кирюха, привет. Сегодняшняя задача – это заливка бетона в опалубке, которую смастерил на прошлой неделе. Ты помогать будешь мне сегодня? Да, мы это еще будем делать. Я сегодня с помощником. Правда, маленьким, но уже помощником. Да. Да? Давай. Бетон используем фирмы Baumit B20. Это уже готовая смесь. Ее достаточно разбавить с водой. Применяется для заливки фундамента, опалубок, лестничных пролетов, оконных перемычек, садовых оград. Единственное ограничение, его можно использовать при температуре не ниже 5 градусов. Размешивать будем вот в таком тазике. Это пластмассовый тазик, легенький. Вот наше сегодняшнее место пребывания на ближайшие 6-8 часов. Как видите, никакого тенечка. Повторюсь, на улице плюс 30. Никогда сам не заливал бетон. Это моя первая практика. Давайте посмотрим, что у меня из этого получится. Сначала, наверное, я сделаю первую пробную заливку, потренируюсь, а потом покажу вам, как я это сделал. Поехали! Ну что, первый замес я уже сделал. Так сказать, немножечко потренировался. Проверил, насколько производитель точно вымерил объем воды по отношению к мешку. Отличная пропорция. Я чуть-чуть больше добавляю воды, чтобы это все легче мешалось. Ну, давайте покажу, как я это делал. Берем мешочек, разрезаем его ровно посередине, переворачиваем и высыпаем. Получается, каждый мешок по 3,5 литра, 2 мешка 7 литров. Здесь 5 литров. И на глазик еще 2 литра. Если что, потом добавим. Вот примерно что такое должно получиться. Вкуснятинка. Ну, мне кажется, готово. Заливаем.
Ни в коем случае каркасную арматуру нельзя оставлять на земле. Она должна быть приподнята, ну, хотя бы на 5-10 мм. Я для этой цели использую кусочки от кафеля. Нарезал на станке, абсолютно произвольная как бы форма, и можно подставить под арматуру. Сначала заполняем столб. Ну вот, смотрите, вроде бы весь столб полностью заполнен. Давайте возьмем вибратор и посмотрим, насколько сильно просядет цемент. Для трамбовки бетона будем использовать вот такой вот глубинный вибратор. Он необходим для того, чтобы выгонять все пузырьки из бетона, что даст нам более прочную конструкцию. Опа! Что делаешь? Бетон месю. Месю бетон? На следующий день сосед нам подогнал бетономешалку, и работа пошла в разы быстрее. Так что, Сань, огромное тебе спасибо. Do you find yourself under the weight? Your decisions you could clean the slate, like it's something and you won't slow down. Do you feel like all you do is wait? Is your helpless in the hands of fate? Like you lost your way and can't get found. But did you know you shine and I'm falling for the way you smile? You're gonna take the fight now, punch the lights out, 'cause you're a champion, you are. Champion, you are. When you're on the edge and fading fast, let the future light up your path, 'cause it's coming and it can't slow down. But did you know you shine and I'm falling for the way you smile? You're gonna take the fight now, punch the lights out, 'cause you're a champion, you are. So maybe fall in line, you just gotta do it mile by mile. You're gonna take. Сейчас идеально было бы пройтись правилом, но я его, естественно, забыл дома. Поэтому нашел кусок арматуры. Он мне заменит мое забытое правило. Так? Ну вот, готово.
did you know you're shining and I'm falling for the way you smile? You're gonna take the fight now. Punch the lights out. 'Cause you're a champion. Откапываем для того, чтобы можно было выкрутить 3 болта на каждой стороне. А потом закопаем обратно. Прижимаешь, ровненько держишь. Ты его не ровно держишь. Вот так, да, ровно. Сильнее прижимай. Да. Сильнее прижимай. Да, у меня не получается. Пробуй. Ну, у меня сразу получалось. У тебя-то сразу все получается. Вырос, ты сразу все умеешь? Да. Давай, пробуй. Наклони его немножко. Ровно, вот так, вот. Прижми сильно. О, почти. И легонечко нажимай, да. Все, давай. До конца. When you're on the edge, you're fading fast. Let the future pass. 'Cause it's coming and it can't slow down. But did you know you're shining and I'm falling? Ну вот и все. Новый фундамент для дровника готов. Ребят, всем привет! Для тех, кто в первый раз попал на наш канал, расскажу, чем мы здесь занимаемся. В следующем году начинаем строить дом своими руками, а пока что облагораживаем участок. Выровняли землю, вывезли огромное количество мусора, соорудили грядку, построили дровник, правда не в том месте, где он должен быть изначально, и теперь все готово для перемещения дровника на новое место жительства. Do you feel like all you do is wait? And you're helpless in the hands of fate. Залили для него свайно-столбчатый фундамент, который обработали по всему периметру битумной мастикой Технониколь для того, чтобы отсечь влагу из земли. Ну, получилась такая неплохая гидроизоляция. Для перемещения дровника приобрели вот такие вот колеса, которые выдерживают каждая по 250 килограмм. Имеет оси вращения на подшипниках. Поэтому для данной операции нам потребуется 2 машинных домкрата, 4 колеса, в дальнейшем горизонтальная лебедка и 2 лошадиные силы в виде меня и брата. Итак, сначала смастерим опору под каждое колесо, используя 2 доски 150 на 50 и к ней прикрутим колеса шурупами на 100 мм. На данном этапе важно рассчитать высоту опоры под новый фундамент. Необходимо сделать так, чтобы опора была выше нового фундамента, хотя бы на пару сантиметров. Далее обвязку дополнительно крепим металлическими уголками и болтами диаметром не менее 10 мм. При затягивании не забываем подложить шайбу и хорошенечко закручиваем. Как мой папа в детстве мне говорил, слишком хорошо тоже нехорошо, поэтому закручиваем умеренно. Затем под дровник, под несущие балки, подложили доску 150 на 50. С двух сторон установили 2 домкрата и одновременно приподняли одну сторону дровника на высоту установки наших колес. Тут очень важно понимать, что домкратить одну сторону можно не более чем на 10 сантиметров. В противном случае произойдет перелом, и вы рискуете потерять весь построенный объект.
Естественно, наши колеса под массой постройки не поедут по земле. Они просто в нее провалятся. Поэтому надо что-то придумать с дорогой. Использовали металлические листы, старые деревянные двери, а в дальнейшем пришлось выделить влагостойкие фанерные листы. Раскидывая дрова, и с дровником столкнулись, наверное, с одной стороны с проблемой, а с другой стороны с счастьем. Сейчас я вам покажу. Вот такое вот у нас маленькое счастье растет прямо в дровах. И рука не поднимается убрать полностью все отсюда дрова. Птенцы, скорее всего, погибнут, поскольку мамочка не сможет найти свое гнездо. Кстати, кому интересно, это трясогузки. Не могу я оставить птенцов без домика, поэтому на скорую руку сколотил вот такой вот максимально приближенный к естественному домику из старых, тоже из старых досок, из дров сколотил. Сейчас пойдем поставим. Будут у нас птенцы жить в настоящем доме. Так, ребят, только не боимся, пожалуйста. Где-то тут мамочка летает, волнуется. Естественно, я бы тоже волновался. Так, ребят, сейчас будет громко. Пожалуйста, не кричите. Вроде бы надежно. Сейчас будет глобальное переселение. Попробуем это сделать максимально аккуратно, чтобы даже ребятки не проснулись. Спят. Давайте мы их поместим сюда. По-моему, идеально. Сейчас самое главное, чтобы мамочка их признала опять и покормила.
А теперь давайте я расскажу весь процесс подробнее. Для того, чтобы наш дровник имел мобильность в разных направлениях, мы пробурили 4 лунки, в которые установили столбы. Это будут наши опоры для горизонтальной лебедки. На этот раз использовали текстильный буксировочный трос, а не цепной. А то в прошлом видео, когда мы выкорчевывали пень, многие зрители побоялись за разрыв нашей цепи, что могло привести к получению травмы. После натяжения троса лебедка с легкостью справлялась со своей задачей, и мы потихонечку подтягивали нашу постройку к новому месту жительства. Основная проблема заключалась в том, что дровник необходимо было развернуть на 90 градусов и выставить строго под новый фундамент. Фундамент был залит четко под размеры дровника, без права на ошибку. Ну, конечно, без ошибок не обошлось, но это уж другая история. На все перемещение у нас ушло ровно 2 дня. Один человек работал с тросом и лебедкой, а другой делал вид, что помогает. Ладно, второй постоянно подкидывал мудрые идеи и корректировал движение всего дровника. Так что, брат, огромное тебе спасибо за помощь. Без тебя бы я не справился. Между деревянной обвязкой и холодным фундаментом необходимо установить отсекающий влагу элемент. Мы использовали остатки битумной черепицы. Хотя поверхность обработана битумной мастикой, посчитали, что это не будет лишним. Дальше, немного поддонкратив, удалили сначала 2 колеса с одной стороны и сразу же опустили эту сторону на фундамент. Затем повторили операцию с другой стороны.
прошлом видео мы показали, как передвинули дровник на новое место жительства. Сегодня дровнику смастерим пол из влагостойкой фанеры, закрепим укосины для придания жесткости всей конструкции и, естественно, сложим все дрова. Для начала сделали обратную засыпку, прикрутили обвязку, используя усиленные металлические уголки и дюбель анкером. Теперь наш дровник точно никто не утащит. Дальше занялись укосинами. Это такие диагональные балки, которые обеспечивают повышение степени надежности конструкции. Отпилили нужной длины, отшкурили шлифовальной машинкой, обработали антисептиком и покрасили в соответствующий цвет. Краску использовали Альпина. Она на водной основе легко наносится, очень быстро сохнет, глазки радуются. Сначала думали, что укосинами испортим вид, но нет. Во-первых, стало выглядеть конструктивно грамотно, а во-вторых, их вообще не будет видно из-за наличия дров. В общем, нам нравится. Для пола использовали ламинированную 22-мм водонепроницаемую фанеру. Понадобилось 3 штуки. Подрезали под нужный размер и установили. С левой и правой фанеры проблем не было. А вот средняя принесла много проблем. Из-за тех же укосин пришлось повозиться. Но, в конце концов, и среднюю фанеру засунули. Именно засунули на положенное место. Пол крепили шурупами 4,5 на 60.
и напоследок закрепили нижние доски, которые снимали при транспортировке с дровника. Пришло время складывать дрова. Думал растянуть удовольствие на 5-6 выходных. Ну так, потихонечку носил бы между основной работой. А не, приехала начальника в виде моей мамы, и мы за 8 часов сложили 20 кубов дров. Вот это я понимаю, скорость и качество работы. Давай работай. Иди ведро выноси. На свободу солнце. В следующей серии устанавливаем водосточную систему, так что подробно расскажем, как это можно сделать своими руками. Подписывайтесь на наш канал и благодарим за то, что смотрите нас. До новых встреч! Ребят, всем привет! В прошлом видео мы вам показали, как переместить дровник на новое место жительства. Уже сложили все дрова и принялись за установку водосточной системы. Сегодня приобрели все необходимые детали, и теперь мы вам покажем... Что покажем? Что ты там сказал, покажем им? Во, как установить водосточную систему. Лайк, подписка. На канал. Лайк, подписка на канал. Давайте пробежимся по составляющим водосточной системы. Итак, что нам понадобится? Кронштейн карнизного желоба, хомут водосточной трубы, в пачке идут сразу 2 хомута, воронка, шнурка, специальный клей для пластика, желоб, водосточная труба, по 2 заглушки на каждую сторону, колено в 65 градусов,
линейка и карандаш. И, естественно, чесночные сухарики. Для начала строго горизонтально установим карнизную доску 100 на 25 мм. Ее еще называют лобовой доской, на которую в дальнейшем прикрутим карнизные кронштейны. Доску отпилили нужной длины, отшкурили, и пришло время примерки. Как говорится, со стороны виднее. Дал жене важное задание – держать. Я попою. Так? Сейчас посмотрим. Немножечко правее. Не, немножечко левее давай. Адам, ты меня? Не, все-таки правее, да. Нет, наверное, все-таки я передумал, наверное, левее проще. Да, будет красивее левее, да. Угу. Вот, да. Может, пониже немножко, может, да. Не, давай начальную позицию возьмем. Ладно, давай проверить сюда. Сюда нет, жизнь, надо поверить. Ладно, я пошутил, давай, сейчас, вот сейчас серьезно. Пропитали антисептиком и покрасили в соответствующий цвет. При изготовлении крыши стропила обрезал под 90 градусов, что не дает возможности прикрутить лобовую доску строго горизонтально. Это неправильно, поэтому, вооружившись углом и лобзиком, исправляем этот недочет. Обязательно подкрашиваем обрезанные части. Антисептиком покрываем косяки. Лобовую доску прикрепил шурупами, используя усиленные металлические уголки. Сборку водосточной системы начал с кронштейна карнизного желоба. Он устанавливается ниже продолжения ската кровли на 10 см, для того, чтобы вода попадала ровно в желоб, а снег зимой сходил, не деформируя нашу систему. А также не забываем про уклон желоба в 3,5 мм на 1 погонный метр. Высчитывается очень просто. Наш метраж желоба умножаем на 3,5 мм и получаем разницу высот. Итак, сначала с одной стороны закрепили кронштейн, затем с другой стороны, а между ними натянули шнурку. Далее через каждые 50-60 см добавляем еще кронштейны для надежности конструкции. И вставляем наш желоб до щелчка. Ну, одна часть готова.
Дальше устанавливаем воронку. Обратите внимание на риски с цифрами внутри воронки. Тут, если не знать, то и не догадаться, для чего они нужны. Оказывается, это температурные метки для компенсации линейного расширения. Как ими пользоваться? Да все очень просто. Если мы устанавливаем водосточную систему при наружной температуре в тени в 20 градусов, то и с обоих сторон выставляем на 20 риски. Если температура 30 градусов, то и метки выставляем соответственно на 30. Пластик пилил электрическим лобзиком, используя пилку по металлу. Кстати, достаточно ровный и аккуратный срез получается. Далее устанавливаем вторую часть желоба. Ну и вот что у нас получается. Далее занимаемся водосточной трубой. Отпилил нужную часть длины и, используя два колена по 65 градусов, задал нужное направление. В дальнейшем эти соединения необходимо склеить клеем. И тут пришла идея. А ведь дождевую воду можно собирать и использовать в повседневной жизни. Приобрел 100-литровую БУ-бочку. Как потом подсказали опытные люди, надо было брать 200 литров. Помыл ее, закрепил металлический хомут и готово. Теперь, учитывая высоту бочки, установил водосточную трубу с наконечником. Она крепится на определенные пластиковые хомуты, которые идут в комплекте. Когда вся водосточка собрана, используя вот такие фиксаторы, крепим воронку к желобу с каждой стороны в специальных местах. Ни в коем случае воронку не приклеиваем клеем к желобу.
Данную процедуру повторяем с другой стороны дровника. Как оказалось, ничего сложного здесь нет. Пробуйте, и у вас все обязательно получится. Всем пока и до встречи в новом видео. В сегодняшней серии займемся временным утеплением всего дома на зимний период. Наступила глубокая осень, близится зима, и для того, чтобы стройка не прекращалась даже в холодное время, временно заделаем все окна пленкой, перекроем второй этаж и отремонтируем крышу. Что нам понадобится? Пленка в 200 микрон, рейки 20 на 25 мм, перфоратор и шуруповерт, сверла по бетону и по дереву. Крепежный элемент выбрал пластиковый дюбель с глухарем 65 на 8 мм. Почему не шуруп? Глухарь можно использовать неоднократно, а так как мы собираем временную конструкцию, то это самое лучшее решение. Пленку использовал неармированную, плотностью 200 микрон. А если учесть, что я ее складывал вдвойне, получается 400 микрон. Думаю, она выдержит не одну зиму. Ширина в рулоне идет 3 метра, длины взял 20 метров. Этого рулона мне хватит с головой на все окна в доме. Заплатил всего 10 евро. Квадратный метр армированный стоит в 4 раза дороже. Для удобства работы можно использовать поддоны. Их можно бесплатно найти в любой рекламе. Лестницей мы еще не обзавелись, поэтому используем подручные средства. Да и вообще на стройке поддоны – это незаменимая вещь. Сначала сверлом по дереву просверливаем отверстия в рейке, а затем через них сверлом по бетону намечаем отверстия в стене. Перфоратором высверливаем отверстия под дюбеля, в моем случае это 8 мм, и крепим верхнюю рейку на законное место. Если дюбель не зашел до конца, значит отверстие недостаточной глубины, или оно забилось цементной пылью. Решение проблемы – это или продувать отверстие, или воспользоваться канцелярским ножом. Тут, конечно же, не помешал бы помощник, но сегодня мой помощник занимается развитием деток. Далее в той же последовательности крепим нижнюю рейку, предварительно натянув полиэтилен. Чем крепче вы натянете пленку, тем меньше она будет играть на ветре и сквозняке. Соответственно, тем больше она вам прослужит. Данную процедуру выполняем в вертикальных направлениях.
Переезжаем на следующее окно и повторяем действие с самого начала. И так пробегаем по всему периметру дома. На первое окно у меня ушел целый час, а добравшись опыта, последнее сделал минут за 20. На данный момент в доме у нас 12 окон, это включая первый и второй этаж. В общем, за 2 дня справились. Для перекрытия второго этажа использовали ламинированную 22-мм водопроницаемую фанеру. У нас было всего 6 листов. Естественно, этого не хватит. Позже добавим листы ОСБ и перекроем всю площадь в 45 квадратных метров. После продуктивного рабочего дня необходимо, естественно, подкрепиться. Обычно жарю шашлык из свинины, а на этот раз решил взять на пробу куриные наггетсы. Приготовил на мангале. Знаете, оказалось очень вкусно. Советую. В следующей серии займемся ремонтом крыши. Сконструируем лестницу своими руками, установим чугунную печь и переезжаем жить. Всем огромное спасибо за просмотр. Если есть идеи, обязательно пишите в комментариях. Через неделю обязательно увидимся. Пока-пока.
Сегодня будет коротенькое видео о том, как мы отремонтировали небольшую часть прохудившейся крыши. Проблема заключалась в высоте 6 метров до ската крыши. Высота приличная, а вот стабильной лестницы у нас пока что нет. Поэтому пришлось придумать конструкцию, которая позволила бы безопасно заменить часть андулинового настила. Итак, наша история началась с поисков двух балок длиной 6-7 метров. Оказалось, этого тоже у нас нет. Пришлось мастерить конструкцию из поддонов, которые мы установили друг на друга. Первый поддон завязали шурупами с вбитыми колями в землю. Таким образом создали монолитный фундамент, и в дальнейшем наша лестница стояла бы стационарно. Безопасность – это первое, что меня интересует на стройке. Теперь все стабильно и можно было наращивать высоту дальше. Теперь пошли в бой 4-метровые балки 100 на 50. Один конец крепили на усиленные металлические уголки, вторым привязались напрямую к мурлату крыши. Ступеньки сделал из 25-мм доски. Крепил также на шурупы. Высота ступени определялась на глаз, так что было удобно пользоваться. Настил крыши выполнен из андулина. Лежит он здесь около 8 лет. Как видите, материал пришел в полную негодность и требует полной замены. Сами делайте выводы, используйте его на своих крышах или нет. А вот наша крыша будет выполнена из гибкой черепицы. Она бесшумная и долговечная. Вот этот темный лист необходимо прикрепить на обрешетку. Андулин крепится на специальные кровельные саморезы, на конце которых имеется уплотнительная резинка. Закручиваем верхнее ребро листа.
Ну что ж, работа выполнена. Сложность была только в том, что все манипуляции происходили на высоте без страховки. Поэтому прежде чем лезть на крышу, хорошенечко подумайте. Оно вам надо? Краш-тест нашей пленки. Хочу доказать, что пленка в 200 микрон на разрыв. На разрыв она почти не идет. Ну-ка, иди помоги. А здесь давай. Даже если две надорвать, это нереально. Так что будет она служить нас верой и правдой. Долгое время. Ну давай надорвем. А где ножичек? Есть у нас ножичек? Ну, попробуем, если будет, допустим, ситуация где-то надорвана. Ну да, то так, да. Это вырежем. Это вырежем, да. Сегодня будем изготавливать и устанавливать временную входную дверь. Все делаю в первый раз, так что импровизация и энтузиазм нам в помощь. Делаем замеры и, чтобы не забыть, зарисовываем проект на бумаге. Для каркаса двери использовал доски 100 на 25 мм. Сначала занялся вертикалями, отрезав циркулярной пилой под нужные значения. Циркулярка с черновыми работами справляется на все 100%. Для измерения использовал треугольник Свенсона, который годится не только для кровельных работ, но и при решении стандартных столярных вопросов. Горизонтали выставлял по угольнику, плюс обязательно вымерял диагонали рулеткой. Значения должны быть одинаковыми, тогда все углы вашей двери будут иметь 90 градусов. Раскатав пленку в 2 слоя, сразу ее крепим прижимной доской на шурупы со всех сторон. Шурупы использовал системы Torx. Это шлиц в форме шестилучевой звезды. Торкс невозможно прокрутить шуруповертом при закручивании шурупа, что дает возможность шуруп использовать неоднократно. А у нас временная дверь, соответственно, когда-то придется ее разобрать. Переворачиваем и повторяем процедуру. И да, не забываем натягивать пленку, а то ветром все порвет. Для укрепления конструкции необходимо прикрутить диагональную доску.
Ну что же, попробуем примерить дверь на законное место. Собранная дверь оказалась достаточно тяжелой, и пришлось приложить немало усилий для ее примерки. Ну естественно, с первого раза она не подошла. Я даже не сомневался. Как потом выяснил, для правильной работы двери необходимы зазоры хотя бы по 3 мм с каждой стороны. По высоте все получилось идеально. А вот по ширине... В общем, опять беремся за спасительную циркулярку. Направляющую для пилы использовал металлический профиль CD для гипсокартона, закрепив его струбциной. Струбцины еще называют третьей рукой самостройщика. В общем, незаменимая вещь на стройке. Жаль, что у меня пока что только одна. Дальше устанавливаем петли. Засверливаемся перфоратором, ставим дюбеля и прикручиваем верхнюю петлю на 4 глухаря. При установке двери неплохо помогают рейки разной высоты для выравнивания по горизонту и вертикали. Все идеально ровно, можно прикручивать. К верхней петле прикрутились, повторяем процедуру с нижней петлей. Дальше пошли приятные моменты. Установил дверную ручку, щеколду и еще одну дополнительную петлю. С внутренней стороны прикрутил фиксирующую доску. Она не даст гулять нашей двери в закрытом состоянии. В комментариях под прошлым видео было предложено шуруп вкручивать в керамзитный блок без дюбеля. Давайте я вам покажу, что на самом деле происходит с керамзитным блоком, если вы работаете без дюбеля. Вот для эксперимента у нас стандартный блок. Он идет 60 на
30, по-моему, да? Да, 30 на 50. Он туда просто не идет. Хотя первый раз получилось. Эксперимент номер 2. Ну да, вогнали. Во-первых, есть люфт, легкий люфт. Да, держит, согласен. Люфт, да, люфт присутствует. Нет, не держит. Давайте для надежности будем использовать правильное крепление. По вашим советам укрепил полиэтилен дополнительными рейками по всему периметру. Теперь ветер точно ничего не вырвет. Предлагаю открыть новую рубрику «Ваши советы, мои ответы». Вы что-то предлагаете или советуете, а я в свою очередь показываю на практике. Думаю, будет интересно. Спасибо, ребята, за советы и до новых встреч!